1 стол, 2 стола, 3 стола, 4 стола, 5 столов, 6 столов, 11 столов, 21 стол, 32 стола, 55 столов. Столы, столов, стола. Почему так сложно? Почему так сложно? Здравствуйте, я Мария Петрова, и я преподаю РКИ – русский как иностранный. Если вы учите русский, добро пожаловать! Здесь для вас много интересного. Не забудьте подписаться. Ну а если вы носитель русского языка и зашли сюда случайно, оставайтесь. Вам сегодня тоже будет интересно. Правда, имейте в виду, что я говорю медленно и максимально просто, потому что это видео для моих студентов. Здесь на YouTube есть волшебная кнопка «Настройки», и там вы можете увеличить скорость и слушать меня в 2 раза быстрее. Вот такой совет. В этом видео я отвечу на очень популярный вопрос своих студентов о том, почему на русском языке так сложно считать. В чем проблема? Ну вот, стол, книга, окно, столы, книги, окна. Единственное число, множественное число. Все логично, все понятно. Но 2 стола, 3 стола, 4 стола, 5 столов, 6 столов, 10 столов, 20 столов, 21 стол, 22 стола, 25 столов и так далее. Конечно, все студенты всегда спрашивают, почему? Почему так сложно? Что ж, давайте посмотрим. Готовы? Сначала поговорим о числе. Что такое число в грамматике? Это категория, которая показывает, сколько у нас предметов. 1 или много. Это единственное число. Стол, книга, окно показывает, что предмет 1. Столы, книги, окна – множественное число. Предметов много. Но, как я уже говорила в других видео, русский язык сегодня гораздо проще, чем он был раньше. В древнерусском языке было не 2 числа, а 3. Единственное, множественное и двойственное. Специальное число для 2 предметов, для пары предметов. Двойственное число начинает уходить из языка уже в 13, 14, 15 веке, но его следы есть в языке и сегодня. Например, это глаз, а это глаза. Обратите внимание, глаза, не глазы, да? Глаза – это двойственное число. Сегодня эта форма кажется исключением, кажется нерегулярной, но на самом деле это просто старая форма двойственного числа. Другие примеры – это берега или рукава или уши, плечи. Пока все понятно? Отлично, идем дальше.
2, 3, 5, 30, 50. Сегодня в языке это числительные. Числительные. Не глаголы, как читать или писать. Не прилагательные, как большой или маленький. Не существительные, как книга или стол. А числительные. Отдельная часть речи. На самом деле эта часть речи довольно молодая. Ученые говорят, что она сформировалась примерно в 17 веке. И что это значит? Что до 17 века люди не считали? Конечно, считали. Просто сначала для счета использовались не абстрактные понятия, потому что такое 20? Что такое 35? Это какое-то абстрактное, непонятное число. Сначала для счета использовались конкретные предметы. Например, там ракушки или мешки, или, например, пальцы. Очень удобно. Кстати, именно поэтому во всех индоевропейских языках числительное 5 связано с названием вот этой части руки. В русском языке было слово «пясть». Оно не сохранилось, но мы до сих пор используем слово «запястье». Это вот эта часть руки. Запястье. Запястье. Или сравните, например, английское five, немецкое fünf и слово «кулак» в этих языках. Ну так вот, для счета использовались конкретные предметы. Например, мешок яблок. Мешок – это конкретное количество, я его вижу. И слово «яблок» здесь в родительном падеже множественного числа. Сколько яблок? Мешок яблок. Родительный падеж всегда был связан с идеей количества. И это сохранилось до сих пор. Сравните. Литр молока, бутылка воды, коробка конфет, корзина фруктов. В этом случае литр, коробка, корзина – это тоже количество. Поэтому после них слово используется в родительном падеже. И когда появляются счетные слова 5, 6, 10, 12, 7, это сначала такие же существительные, как корзина или горсть. И это были существительные женского рода. Сравните формы слова «пять» и формы слова «площадь». Они абсолютно одинаковые. И, конечно, после слов 5, 6, 7 и так далее использовался родительный падеж множественного числа. Это было логично уже тогда. Сколько яблок? 5 яблок. Так же, как корзина яблок или мешок яблок. 2, 3 и 4 были прилагательными. То есть они характеризовали предмет. Так же, как новый стол, новая книга, новые столы, новые книги. Сейчас трудно это представить себе, но 2, 3 и 4 вели себя точно так же, как новый, новые. Кстати, именно поэтому у нас сохранились формы 2 и 2. Формы 3 и 4 тоже отличались по родам. Посмотрите на доску. Но сейчас они, к счастью для вас, не сохранились. Новые столы, именительный множественного, да?
Значит, было 3 столы и 4 столы. Именительный множественного. Ну а 2? Помните, что у нас было двойственное число? Стол нужно поставить в именительный падеж двойственного числа. Но, Мария, откуда мы знаем форму двойственного числа? Ну вы ведь помните форму глаза? Глаз – это тоже мужской род, как и стол. Глаза – значит 2 стола. Отлично. Так вот, 2 стола. Стола – это не родительный единственного числа исторически. Это именительный падеж двойственного числа. Вот она, старая древнерусская парадигма. Я написала все формы современными русскими буквами, чтобы было понятно. Стол – 1 стол, именительный падеж единственного числа. 2 стола. Стола – это именительный падеж двойственного числа. 3 столы, именительный множественного. 4 столы, именительный множественного. Здесь мы используем, точнее, здесь использовали именительный падеж, так как это были прилагательные. Люди фактически говорили «какие столы», как бы «какие столы». А дальше 5, 6, 7 и так далее столов. И столов – это родительный множественного числа. Родительный, потому что мы говорим «сколько столов», и слова 5, 6, 7 и так далее были существительными. Что дальше? Со временем двойственное число исчезает, начинает смешиваться со множественным числом. И вот эта форма стола начинает восприниматься как родительный падеж единственного числа, потому что эти формы совпадали, были одинаковыми. И для языка это было логично, потому что родительный как раз использовался для количества. Постепенно 2, 3 и 4 перестают восприниматься как прилагательные, а 5, 6, 7 как существительные. И, скорее всего, 3 и 4 подстраиваются под 2 по аналогии, потому что они всегда вели себя одинаково. Ну вот, в результате сегодня мы имеем форму родительного падежа единственного числа после 2, 3, 4 и родительный падеж множественного после 5, 10, 20, 30 и так далее. Ну вот и все. Надеюсь, что я ответила на ваш вопрос, и теперь вам немного понятнее, а самое главное, не так страшно. Посмотрите, вот эта схема гораздо проще, чем вот это. Согласны? Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк, а также можете посмотреть другие видео из этой серии. Например, что значит «у меня есть», что такое «есть» вообще, или почему дни недели так называются, или почему мы говорим в театре, в парке, но на мосту, в аэропорту, откуда «у». В общем, этот плейлист я тоже оставлю в описании. Приятного просмотра! А сейчас напишите, пожалуйста, в комментариях, как на вашем языке можно посчитать столы или книги. Жду ваши примеры в комментариях и до встречи в следующем видео.